слово Игорь Яковлевич. Мне? Да, Димаш и Игорь Яковлевич. Ну, для меня всегда момент первого концерта на огромной аудитории очень такой трогательный, потому что я вспоминаю первые эмоции, например, когда вышла песня «Мадонна», и я уехал с Валентиной Толкуновой зарабатывать там какие-то деньги, играть в носики-кумочки, и вдруг Серов возвращается с первой гастроли, с телевизором «Шалялис», с какими-то дефицитами, привез 1500 рублей с одной песни и говорит: у меня всего 4 песни, мне не хватает программы. А я говорю: а как ты концерт пел? Он говорит: а я пел их 3 раза. Так. Вот. Но в данном случае тоже очень трогательно смотреть и видеть, насколько публика проникается к Димашу, насколько каждая песня ожидаема. То есть даже нет никакой необходимости. Ну, это неплохо, но там радиоротации. То, что у нас обычно принятый момент раскрутки, обязательно там русское радио, все радиостанции должны крутить, телевидение, клипы. И вдруг мы понимаем, что доставка контента, доставка песни до слушателей проходит буквально с одного эфира. И начинают писать фанаты Аргентины, Перу, Сингапура, Китая, и это моментально достигает адресата, музыкальный материал. Ну и, конечно, образ, причем, сколько я нахожусь рядом, я понимаю, что это не какая-то наносная такая история придуманная, а в том, что в этом и есть сам Димаш, и ему можно доверять в тех каких-то моментах, когда он доносит песню, доносит поэтическую мысль. Ну, конечно, публика на сегодняшний день, ее не обманешь. И когда они видят настоящее, они готовы прийти и на стадионы, и во дворцы спорта, и в Кремль. И я был на концерте Димаша в Нур-Султане, где вообще стадион 40 тысячный, негде было просто ступить, и весь стоячий портер, и все забито, и каждая нота вызывала такое восхищение. Я хочу пожелать моему молодому другу, я хочу пожелать, чтобы всю его творческую жизнь сопутствовали такие аншлаги, такой прием и такая любовь. Спасибо большое. Спасибо вам. В этом родители, поверьте мне, в воспитании, в таланте, просто так ничего не бывает. Спасибо большое. Димаш, расскажите, пожалуйста, немножко о концерте, что вы готовите для Москвы, может быть, будут какие-то премьеры или что-то интересное? Программа называется «Арнау». Мы уже давали несколько концертов в других странах, и в Америке, на Большом стадионе в Нью-Йорке. Теперь готовимся к тому, чтобы произвести впечатление москвичам. Это будет мой второй сольный концерт в Москве, но первый большой стадионный концерт. До этого, да, Игорь Яковлевич хорошо помнит, в Кремле было 2 концерта, и каждый мой выход на сцену — это для меня как большой экзамен, где не обманешь уже преподавателей, где никого уже не удастся обмануть. И я от всей души благодарен Игорю Яковлевичу за то, что... Я при чем? Нет, но было время, после проекта I'm Singer, я находился уже пару лет в Китае, и были предложения с России, но мы выстроили мою творческую деятельность, так скажем, запланировали по-другому, и как только Игорь Яковлевич предложил спеть в качестве гостя на «Новой волне», у меня вообще прям радости не было предела, потому что я с детства очень мечтал поработать с Игорем Яковлевичем, и прям мечты осуществляются. Я дело в том, что Димаш говорил, я с детства смотрел, как вы за роялем аккомпанируете Ларе Фабиан, я думал: блин, почему ей, а не мне? Да, тогда я еще был школьником, и мне очень сильно хотелось попасть в эту среду, где пели Дмитрий Форостовский, Лара Фабиан, Бачелли и все большие мировые звезды.
пели песни Игоря Яковлевича, и я прям чувствовал, что когда-нибудь этот день настанет. И вот, как видите, это И вот вы здесь. Уважаемые коллеги, есть ли у вас вопросы? Можно ли? Да, Пожалуйста, пожалуйста. начните, когда вам сегодня звонили. Здравствуйте, доброе утро. Я вас помню. Вот, вопрос такой вот. Илья, как вы сами сказали, да, что Димаш это своего рода феномен, нет особых ротаций на радио. При этом музыку, которую он поет, да, песни, это не два прихлопа, переплетопа, да, и у него такие вокальные данные, что подпеть ему тоже, скажем так, не очень просто. При этом всегда считалось, что, скажем так, структура хита – это два прихлопа, переплетопа, и чтобы можно было подпеть. При этом у вас стадионы к вам идут, да, и получается вы своего рода нарушаете вот эту вот систему, да, и в чем же феномен, почему так получается? То есть все люди, которые считали, что надо притопывать, прихлопывать и подпевать, они ошибались? Нет, просто он доносит так материал, что у него нет необходимости петь только элементарную мелодию, которая буквально с одного проигрывания полезет в уши. Для меня как раз был показатель, когда вдруг после первого исполнения, после хайп исполнения, он прилетел в Китай, и вот все девчонки, которые встречали в аэропорту, вдруг запели этот мотив. Помнишь, ты прислал мне? Да. Да. И там нельзя сказать, что это элементарный мотив, это надо сидеть, и это надо любить исполнителя, это надо полюбить эту музыку. Нет, мне как раз... ведь у больших исполнителей не было необходимости петь вот общепринятый хит, там где должно быть там 3 ноты, ну как вы называете, прихлопы, да. У него нет такой необходимости. Ему важно донести песню, прочувствовать, через себя пропустить. Если он ее пропускает через себя, она находится в адресате. А могу, соответственно, продолжить? Кто тогда ваша аудитория? Вот ваш фанат, который приходит на ваши концерты, как он выглядит, чем он занимается, да? Почему вы ему нравитесь? Ну, отвечать Димашу, Да. то, что я видел, это от 10 до 80. То, что я видел. Ну, я не знаю, на что меня так скажем, полюбили. Но я просто стараюсь быть максимально честным, максимально искренним. И я до сих пор перед каждым выходом на сцену до сих пор переживаю. Ничего не меняется, просто меняется программа, репертуар. В основном песни, сочиненные Игорем Яковлевичем, они остаются у меня в программе, потому что без них уже не обойтись, потому что народ просит, люди просят. И каждый раз на концерте, как только мы начинаем петь песню «Любовь» уставших лебедей или песню «СОС» Сэм Сингера, люди прям видно, что они ждут целого вечера вот эти песни, и очень приятно, в принципе. Все-таки вы, выступая, да, в зале, да, глядя на публику, кого вы там замечаете? Ну, наверняка ваша запись там выцепляет каких-то людей. Это действительно то, что рассказывает Игорь Яковлевич от 10 до 80, да? И кого самых, скажем так, самых молодых и самых зрелых людей вы видели? Несмотря на то, что у меня со зрением небольшие проблемы, у меня минус 3, но я со сцены вижу всех. Со сцены вижу каждое лицо, пытаюсь уловить каждые эмоции людей. И я, кстати, заметил, что в России предпочитатели моего творчества, они в основном люди среднего возраста, и молодые, и взрослые. А вот в Китае по большей части молодые и среднего возраста. Ну, взрослые тоже встречаются, но это говорит о том, что в музыке, как раз как и в любви, все возрасты покорны. Слушайте, а вы видели это видео из последнего вашего концерта? Извините, что перетягиваю. Я быстренько последний вопрос, и вы продолжите. Видели последнее видео, достаточно вирусное, из Краснодара, с вашего концерта? Какой-то мужчина настолько растанцевался, что прочувствовал в себе лебеди, как написали там патманники. Вы видели это видео, и какова ваша Я реакция? только вчера увидел. Так вот. Блин, я, кажется, стал большим фанатом этого человека. И от всей души хочу поблагодарить его за
за ваш перформанс. Это очень дорого стоит. Мне очень понравилось, честно. А вот вы так танцуете? Нет. Такой народ. Честно говоря, то, что я на сцене проделываю некоторые хореографические движения, это мне с большим трудом удается. Я вообще Тут раскрываешься секрет. Да, ну я вообще не танцующий человек, и так как станцевал он, я вряд ли станцую. Ну, хотела узнать, по поводу шоу. Оно же уже было в Америке, вы показывали его. Будет ли что-то другое для России? Да, отличается, отличается. Спецэффекты другие, и репертуар тоже другой. Ну, есть обновление. Есть обновление в том плане, есть видеоконтенты и режиссерских подходов много. Потому что поставленный концерт в Америке, это был на основе Астанинского Арно, который мы делали стартную площадку концерта в Астане. Потом мы продолжили это в Америке, Barclays Arena в Америке. Теперь в обновленной форме, с другими режиссерскими подходами. Я подтверждаю это. Ну, это чтобы было как человеку самому, это какое-то обновление требуется, потому что определенный концерт, чтобы он передался ему самому в душе, делается такой, так сказать, подход. Я думаю, вам понравится. Мне лично понравился концерт. А вы вместе с нашим поедете, да, или вы останетесь? Или Россия как-то с ним? У нас есть творческий центр, который называется Димаш Ли, это его же имя, когда-то в 1998 году был создан, когда ему было еще 4 года. годика, да, все существующие. Вот и определили мой возраст. И поэтому как бы всегда ходить и помогать как бы в его творчестве и радоваться его успехам. Это для меня огромная радость, поэтому, естественно, поэтому. Еще мама со мной постоянно. Члены семьи у нас Бабушка всегда, тоже приезжала. Да. по возможности, Девушка всегда, тоже. да, когда по возможности, естественно, мы собираемся всей семьей оказаться на его концертах. Это, во-первых, моральная поддержка не ему, а нам. Когда сам своими глазами видишь Игоря Яковлевича, и как-то спокойно душой, чем сидеть где-то. И поэтому, я думаю, Димашу тоже как-то приятно, когда родные находятся рядом. Еще родная сестренка на суфлерах сидит, а братишка на домбре играет со мной. Семейный подъезд. Да. Еще вопрос? Да, пожалуйста. Димаш, скажите, а не хотели бы вы выступить на Евровидении от России? Э, Казахстан не участвует же уже? Ну, я, конечно, с большим уважением отношусь к этому проекту, но я в данном случае не вижу необходимости мне вообще туда ехать, потому что у меня другие планы, и я вообще не думаю, что мне сейчас на конкурс надо ехать. И от России я бы с радостью поехал бы, если я был бы гражданином России. Но так как я родился в Казахстане и живу, и долгое время до этого жил в Казахстане, я практически считаю, что не имею права представлять другую страну, потому что я как патриот, я только буду представлять одну страну. И тем более в России очень много талантливой молодежи, которые Да. с большим достоинством представят эту же страну. Конечно. Потому что каждый человек должен пригодиться там, где родился. Но, тем не менее, так получилось, что ваша фамилия оказалась, не знаю, вы знаете, список тех, кто, возможно, поедет на Евровидение, и вы там присутствуете. Как вы думаете, а почему, в принципе, вы оказались в этом списке? И если уж продолжить эту тему, вы говорите, что вам конкурсы теперь не очень интересны. А почему не интересны? Вы что, с чем-то столкнулись, что вас как-то отвратило от этого? Или, ну, в общем... Нет, просто я к тому, что я каждый год до этого участвовал на конкурсах, и, честно говоря, я считаю, что у меня собралась аудитория, и мне надо давать подпитку, работать с ней. А если готовиться каждый год на конкурсы, то практически у меня не останется времени на творчество. И
от конкурса я чуть подустал. Был последний конкурс в Америке на канале CBS, где я выступил, и прям перед самим конкурсом я объявил, что больше не буду участвовать на конкурсе. Это будет последний конкурс. Что повлияло на ваше решение? Ты сказал последний вопрос. Ну ладно. Мне просто хочется гастролировать, давать концерты, снимать клипы, работать. Вот как-то так. Что касаемо языков исполнения, я знаю, что вы на разных языках, но в принципе, вот, не знаю, хотелось бы больше остановиться на каком-то одном языке, или, может быть, наоборот, есть идея еще добавить какие-то казахский, русский, английский. Ну, не знаю вообще, я так далеко не заглядывал. Мне пишут, требуют испанский. Да, Тебе тоже? да, есть. Требует испанский? Просят, ну, скажем так, испаноязычные фанаты очень много пишут. И это, я думаю, дорого стоит, Игорь Яковлевич, потому что раз люди хотят на испанском языке, почему бы нет. Димаш, он полиязычный певец, потому что музыка не имеет границ. Он поет на казахском, на киргизском, на русском, на украинском, на английском, на французском, на итальянском, на китайском, ну, языках, потому что на каком языке песня понравится, как сказать, слова уже будут всем понятны, если правильно подносить, если петь душу. Песня не должна иметь как-то национальности, потому что лично я как убедился, везде есть народы, везде есть свои чувства, везде есть своя культура, и эту культуру надо преподносить человеку, который этого хочет. Можно тогда спросить, а можно сделать мировой хит на казахском? Почему бы нет? Вообще хотелось это? Ну, я до сих пор, вот, честно говоря, моя самая большая мечта сделать какой-нибудь хит на казахском языке. И когда-то Псай смог это сделать. Вот. Ну, не казахском. До этого, несмотря на бешеную популярность кей-поп индустрии, никто не смог сделать так, чтобы весь мир пел на корейском языке. Чтобы абсолютно все, не только молодежь, но и взрослые люди тоже. И потом бац, как-то мы все начали подпевать там «Нато, Ита, Сарохо, и даже Опа Гангнам Стайл». Она так сильно залетела, что даже в Казахстане я тогда жил в Актубе, не мегаполис, в Актубе мы все пели. Представляете, какая популярность? В Америке все подтверждение пели. того, что Музыка не имеет границ. язык не имеет никакого значения. Если человек от души поет и качественный материал, он пойдет на любом языке. У нас в Казахстане, допустим, то же самое. Есть очень много людей, которые не говорят по-русски, но все прекрасно знают текст песен «Я люблю тебя до слез», «Любовь похожа на сон». В караоке все обязательно поют. Еще подтверждение тому, Все зависит от количества, да. несколько песен Димаша, собственно, сочинение на азиатских чартах довольно хорошее время занимало первые места. Это опять говорит о том, что хит, естественно, не выбирает языка. На казахском языке несколько его песен, собственно, сочинения казахстанских композиторов. И вы сами убедитесь, на концертах люди, приехавшие из разных стран, вместе поют эту песню. Я много удивляюсь, абсолютно без акцента у них получается. Понимаете, когда человек проникновенно вот это изучает, это разницы нет. Люди разных национальностей, например, когда был в Америке концерт Black Lives Arena, там из 54 штатов и стран, из 44 штатов собрались люди, и вот этот стадион пел вместе с Димашем Гунисом на русском языке, на казахском языке, на других языках. Понимаете, когда человек, зритель любит творчество определенного своего артиста, они уже эту преграду убирают. Языкового барьера, какой не существует для пения.
Потом, что сегодня хит? Раньше был показатель хита, у кого продавались больше дисков, там, потом сколько раз песня звучит на радио. Ну, Димаш не звучит на радио, а у него полно хитов в концерте. Сейчас показатель хита смыто. Раньше, например, в «Огоньке» выходила песня, и к лету уже в ресторанах заказывали песни. И это уже было понятно, что эта песня популярна. Сейчас такого нет. Сейчас другие совершенно критерии. И на очень короткий срок. Да, сейчас короче все. Песни это как газеты, там симфония, это романы. Но те песни, которые выскакивают за 5, за 10 лет, это уже такие песни, которые там не подмосковные вечера, но уже становятся на... Коллеги, еще вопросы есть? Давайте. Да. Спасибо. Дмитрий, а скажите, у вас есть, вот, может быть, в России какие-то любимые площадки или наоборот, где труднее всего выступать? Есть ли какая-нибудь разница, например, между стадионом звучанием, да, для вас и, ну, так сказать, коробочным в том же Кремле? Да? Есть разница. В Кремле все равно чувствуется какая-то стальная энергетика. И на стадионах, как-то, мне кажется, легче выступать, потому что ты там больше раскрепощаешься, но при этом насчет звука в Кремле удобнее было быть. Потому что помещение само по себе чуть поменьше, чем стадионы, и поэтому звук уловить легче. Да? Я не знаю. Я насчет этого стараюсь зацикливаться. Ну, энергетика тяжелая в Кремле. Да. Все-таки сказывается вся бывшая история партийных съездов, да. И раскачать зал в Кремле сложнее, чем другую площадку, включая стадион. А можно я еще немножко к другой теме? Я знаю, что у вас же много репетиций, да, выступлений, постоянные туры. А есть ли время, например, я не знаю, просто отдохнуть там 23 февраля с семьей, еще что-то, вот какие-то хобби? Честно говоря, вот за последние 4 года у меня не было такого, что 2 недели подряд я ничего не делал. Такого не было уже давно. И, наверное, после турне, по окончании тура, наверное, я все-таки возьму какой-нибудь отпуск с пацанами. Но я, в принципе, не жалуюсь, потому что я не представляю свою жизнь без своей творческой деятельности. И хоть и иногда немного устаешь физически, но через день, через другой мне самому уже не хватает этого. И мне самому уже охота побыстрее поработать, показать людям новые продукты и выступить на сцене. В этом плане мы действительно всегда говорим, надо отдыхать постоянно, побольше уделять на себя внимание. Ну, постоянно человек любит работать в студии со своей командой, и они там находят вдохновение. Проснулся в студию, в студию, домой, поспал, опять в студию. Вот так на протяжении концерта, Про меня, конкурса. извините, вы про меня говорите, я просто прекрасно знаю, как Игорь Яковлевич работает. Мы с ним практически каждый день созваниваемся, и человек уже на сцене проделал столько работы, но несмотря на это до сих пор работает сильно на максимуме, и это очень вдохновляет. И на личном примере Игорь Яковлевич показывает, как надо работать вообще. Ну, я говорю, как ночью позвонит, да, в студию на разных континентах. Я сочинил песню, показывают, и мы все радуемся. И плохой мелодии никогда не встречалось, как Игорь Яковлевич сейчас получать. Но мы сейчас готовим. Вот это, кстати, песня мне очень понравилась. Уже написала стихи к нашей новой песне, написала Фабиан. Вот. И проезжая в Канаде, спела в машине, как слова расставляются, как все, да, прислала уже нам стихи. Так что если мы успеем, 8 марта исполним.
А друзей вы не растеряли из-за такого вот графика, что получается между студией и домом? Нет. Никто? То есть зависть, там, не знаю, Конкуренция, какая-то... То, что кто-то кому-то удалось, а кто-то так и остался в маленьком городе. Да нет, я вообще благодарен судьбе за то, что у меня друзья самые настоящие. И я их безмерно люблю за их преданность. И, в принципе, я ими даже горжусь, потому что все мои друзья, все творческие люди, они всегда со мной разъезжают по гастролям, они поддерживают. Один из них вообще саунд-менеджер Ирлан, мой хороший друг, брат Саши. И он с женой, а жена его у меня на бэк-вокале поет. В общем, у нас целая семейная династия на концертах, в общем. А мои старые друзья всегда на связи со мной. Мы нет-нет стараемся периодически встречаться с ними, попить чайку, как бы, да. Я знаю, что вы имеете в виду. Испытание, конечно, сытостью славы намного сложнее, чем испытание, Но когда в беде или неудаче. Игорь Яковлевич, его все друзья те, которые были со школьных Не, времен, да. но они не вокалисты. Да. Нет, не вокалисты. Они не да. коллеги-вокалисты. Если бы, например, они начинали одинаково вокалисты, например, те успехи, которые достиг, и те высоты, которые достиг Димаш, и рядом бы исполнители. Я смотрел это и на Диме Хоросовском, много ребят закончило с ним консерваторию Красноярскую, пели в оперных театрах, они все достигли мировой славы. И, конечно же, любой художник, то ли он певец, то ли он автор, в нем существуют амбиции и отсутствие, в общем, без зависти здесь не обойтись. Вопрос в пропорциях. Зависть у всех есть. Вопрос пропорций. И насколько эта зависть черная, насколько она белая. Вот о чем речь. А в данном случае там нет вокалистов, там есть аранжировщики, там есть друзья детства, которые, я боюсь, грубое слово, но это секта. Они все заряжены на успех Димаша и в человеческом, и в бытовом, и в творческом плане. Так что это не тот случай. Да. Просто я спрашивала про язык, а еще интересно направленность. Ваши способности голоса, наверное, это сложно сейчас разграничить там на жанры, все уже вроде как перетекает из одного в другой, но все-таки вот вы куда хотите больше? Может быть, не знаю, попса, или вот даже что-то традиционное, или оперы, или... Есть вообще, в принципе, четкое понимание? Или... Ну, сейчас я работаю в стиле неоклассики. Это произведение, где встречаются элементы и классической музыки, и эстрадной музыки. И в плане вокала то же самое. Я даже стараюсь не думать насчет этого, потому что через год, да, возможно, я вообще рэп зачитаю. Что душа потребует, да? Да. Я просто считаю, что Димаш в кроссовере номер один может стать в мире, а в чем-то уже стал. Потому что молодой парень, красивый, интересный вокал, с такими верхними нотами, с такими низами, и это интересно. Ну, конечно, он молодой человек, ему 25 лет, вы уже высчитали. Ему хочется попсу петь, ему хочется танцевальную песню. Здесь быть первым, после того, как на рынке существовали Майкл Джексон и такая западная вся эта индустрия, очень сложно. Но он хочет, он всеобъемлющий, он хочет захватить то пробу. Так, Женя еще. Женя. А можно вопрос? У меня про две страны, про Китай, про Беларусь. Первый вопрос про Китай. У Димаша огромное количество китайских поклонников. Вот как вы спасаетесь от коронавируса? И вообще... Он сидит в Казахстане. Как вот посреди гастролей с непредвиденными последствиями первых? Но я просто сейчас хочу ответить тем, что я хочу пожелать всем своим китайским слушателям здоровья,
чтобы этот вирус поскорее закончился. Знаете, я благодарен своим слушателям и почитателям моего творчества за то, что они показывают, как надо на самом деле любить музыку. Я сейчас не к тому, что я делаю прям, что я пою очень хорошо, но я не к этому. Я к тому, что они показывают на своем личном примере, что в музыке нету границ вообще никаких. Они никогда раньше не встречаясь, допустим, если у меня концерт в каком-то городе, могут прилететь другие зарубежные фанаты, и они встречаются, как будто они уже давние друзья, давние родственники. И в этом плане хочется сказать, что нет плохой нации, и мы всегда должны жить как большая одна семья, и я искренне переживаю за всех моих китайских вирс, и хочу, чтобы все у них было хорошо. А что делать, если вы заболеете? Потому что все-таки голос, все-таки все это сказывает, все гриппы в первую очередь сказываются. Ну, я всегда хожу в маске, я соблюдаю режим, я делаю все возможное, чтобы не заболеть, потому что если заболеешь, то на концертах уже это будет видно. А так, я не знаю, я просто стараюсь себя веселить. Но вот второй вопрос у меня был про Беларусь. Там состоятся ключевые такие успешные концерты, победа ваша. Вот какой вам запомнилась Беларусь, какие сувениры оттуда привозили? Да, Славянский базар. Да, про Славянский базар. 5 лет назад. Я помню, как я с детства мечтал выступить там. И да. И был такой момент, мне предложили до этого, в 2014 году мне предложили поучаствовать там. Я отказался, потому что я знал, что я еще немного зеленый для этого проекта. И в 2015 году я согласился и поехал. И видите, как все хорошо получилось. Я вот дополню, да, Димаш очень долго упорно готовился. Он пересмотрел все видеозаписи участников, ну, как бы анализировал долго, трудился над этим и вырабатывал свою собственную стратегию. И когда показывал свое видение, рассказывал, ну, мы соглашались, потому что мы всегда верим в интеллектуальный уровень Димаша. И, как вы видите, он был хорошо оценен там и завоевал гран-при за 24 года от Казахстана первый раз. И это дорого стоит, конечно. И это действительно был хороший толчок. До этого была Украина, до этого был Кыргызстан. И вот это поэтапно все идет. Беларусь, конечно, была еще такого уверенности. Давайте последний вопрос. Планы создания казахского языка, что это эксперимент хотите сделать? Может быть, какой-то вы региональный язык, который считается, и может видите, как это может сделать? Ну, есть сейчас в планах есть. В будущем, возможно, мы сделаем дуэт с моим другом. Я сейчас не буду называть его имени, но он очень популярный. И он рэпер. Да. И он поет в азиатской группе. Мы сейчас насчет этой темы просто поговорили и закрыли, но когда мы будем это записывать, когда мы будем сидеть и работать над этим треком, мы еще не обсуждали. Но в планах есть. А вы сами пробовали все это? Ну, пробовал, мне не очень получается. Но у себя на концертах читаю, потому что на моем концерте кто запретил? Последний вопрос, газета «Известия». Димаш, скажите, пожалуйста, а на концерте будет ли у вас какая-то премьера песни? Может быть, и
Игорь Яковлевич написал специально для концерта что-то? Мы Да. пытаемся успеть на 8 марта на вечер Юдашкина. Если она получится, то, может быть, и попробуешь в концерте, да? Да. А что это за песня? Или это секрет? Ну, если не напеть эту песню, как сказать? Нет, называется как? Ну, дай мне телефон, Серега. Или не надо? А может, не надо? Сохраните интригу. Да. Да. Но она красивая песня. Ну, на данный момент она называется просто версия номер 570. Игорь Яковлевич, Димаш, у нас в кустах припрятан рояль. Можем ли мы попросить вас что-то исполнить? Пожалуйста. Я постарался, но я сейчас голос берегу, мы сейчас съемки вечером. Хотите станцию?